Всем привет, друзья! С вами снова я, Марина. И сегодня в этом видео я вам расскажу о том, чем я занималась и как я жила в Дананге. Это находится во Вьетнаме. Мы прилетели в Дананг. Я что сегодня с голосом. По ожиданиям, во Вьетнаме все намного дешевле, чем в Таиланде. По факту пока что я этого не увидела. Цены примерно такие же. А, В отель можно заселяться с 2 часов. У нас еще где-то 4 часа. Мы сейчас сходили, обменяли деньги по более выгодному курсу, чем предлагает Google. Вот. Еще нужно купить сим-карты. И получается, первое впечатление о Дананге это то, что здесь все немножко отличается от Бангкока, от Таиланда в целом, да. То, что здесь как бы нету таких вот непонятных ларьков, или это, которые переходят в квартиру, или что-то такое. В общем, здесь идет вывеска и вот кафе, либо магазин. То есть все, в принципе, так же, как в России. Вот в Таиланде, конечно, к этому вопросе. И еще один плюсик, это то, что здесь не так жарко, как в Таиланде. На самом деле в Дананге цены довольно-таки бюджетные, просто я слишком рано сделала такие выводы. Заселение в номер отеля было с 14 часов, поэтому мы оставили в отеле свои вещи и пошли покупать сим-карту и менять деньги. Я купила eSIM компании Vitel. Надеюсь, что правильно произношу это название. Взяла 1,5 гигабайта на каждый день, и тариф действовал 15 дней. Заплатила за это удовольствие я 140 тысяч донгов. Это на русские деньги на тот момент составила 545 рублей. Хочу сказать, что стоимость сотовой связи в Азии совсем не бюджетные. Для примера, я на свой тариф российской сим-карты, где мне дается каждый месяц 20 гигабайт и просто миллион минут, которыми я не пользуюсь, за это все, с учетом предновогоднего поднятия цены за тариф, у меня сейчас составляет 350 рублей. Деньги нам посоветовали менять не в обменниках, а в ювелирках, потому что там курс лучше. Так и оказалось, мы обменяли деньги в ювелирке по курсу, который даже выше, чем в Гугле. Эту информацию мы нашли в телеграм-канале. Там постоянно обновляются данные по курсам и по адресам ювелирок. Что касается уборки, во Вьетнаме все как-то совсем печально, потому что везде валяется вот этот мусор, воняет. В Таиланде убираются каждый день, подметают. Там даже когда много машин проезжает, там нет пыли. Я сегодня, когда мы ехали в аэропорт, ночью видела, что даже ночью они подметают дороги. А здесь вот такое свинство. Что это за животное? Мы решили снять отель рядом с морем, чтобы каждый день любоваться из окна прекрасным видом. Как вам такое? Смотрите, вот в Таиланде и во Вьетнаме почему-то делают пластиковые деньги. Вот так они выглядят. Смотрите. Хоба! Вот. И, короче, здесь, как в Корее, миллионами считают. Вот у меня 500 тысяч. Короче, я миллионерша стала. Вот еще есть бумажные деньги. Вот так вот они выглядят. Тут завод какой-то. Во Вьетнаме своя сеть магазинов называется Full Market. Товары здесь примерно плюс-минус такие же, как и в Таиланде, но есть еще что-то, что мы привыкли видеть на российских прилавках, и есть что-то такое, что я в Таиланде не видела. Смотрите, тут есть такие лепешки фруктовые с кокосом, с чем-то еще, какими-то орехами. Вот есть с дурианом. Пока не поняла, как это есть. Ну, короче, вот, типа фруктовая пицца. Орехи и семечки здесь какие-то жуть дорогие. Еще и жареные, и соленые. Пока ничего не нашла путнего. Очень много всего из кокоса, но вот есть даже консервированные бобы, но они что-то какие-то тоже супер дорогие. В кафе Дананга почти вся еда была из мяса, но на этот раз мы нашли индийское кафе, и я заказала себе вегетарианское овощное блюдо.
Короче, друзья, здесь мы поселились на улице в районе, где здесь можно просто каждый прием пищи ходить в новую кафешку, и ты за месяц не успеешь их все посетить. Тут просто на что ни шаг. Здесь либо кафе, либо магазин, либо массаж. Вот он просто везде. И тут, я не знаю, не скажу, что здесь куча народу, но вот, посмотрите, просто везде кафе, 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 кафе. Дальше выходишь за этот квадрат, там рынок, что-то еще, что-то еще. Короче, я не знаю, тут вообще как будто бы нет столько туристов, чтобы вот, ну, вот это столько здесь продавалось всего. Я сегодня встала в 4 утра на самолет. В самолете покемарила полчаса примерно. Я, если честно, мы приехали сюда, просто до 2 часов шатались на жаре. Thank you. И, короче, я уже, если честно, ни хера не соображаю. Хочу спать, но решила пройтись еще по району немножко. Я ждала этот момент, хотела попробовать дуриан, а сейчас я осуществлю свою задумку. Меня угостили, причем бесплатно, он очень дорогой, но меня угостили. Очень вкусно. Кстати, похоже на джекфрут. Нет, пахнет вкусно. Классно. Я просто спросила стоимость у продавца и сказала, что приду завтра. Но он решил меня угостить, за что ему, конечно, большое спасибо. Офигеть, смотрите, сколько кешью. Блин, он весь жареный, короче, соленый. Я такой не хочу. И вот эти лепехи, они, кстати, часто где-то попадаются. Блин, ну вот я иду к морю. Посмотрите просто, что за движуха тут жесткая. С походу так вот никогда она не прекращается. И вон там куча всего. Если честно, маленько подустала от этих движух. Тут как будто бы больше заняться-то нечем, если ты турист. Просто магазины, еда, куча народу. Как-то я заскучала, короче, не знаю, может быть, просто не выспалась из-за этого. Хз, наверное, со мной что-то не так, но мне почему-то вот вообще как будто бы не весело. Ну, я устала от всего этого шума, как-то хочется какого-то вот уединения там с природой. А вот эти все шумы какие-то, короче, устала я. Да, я слышала о том, что вьетнамцы очень любят петь в караоке. В караоке они пели практически до рассвета. Пластиковые окна спасали, но не на все 100%. Кстати, очень-очень много перевода на корейский язык. По всей видимости, здесь очень много туристов из Кореи, потому что вот именно переводы на корейский здесь самые популярные. Есть очень много названий корейских, названия, например, Сеул, да, вот каких-нибудь лавочек. Я уже, пока мы тут гуляли весь день, уже кучу всего успела подсмотреться. Также еще на китайский есть перевод, но в основном это на корейский. Я решила с утра пораньше сходить искупаться, здесь уже куча народу. Пляж очень, ну, короче, очень приятный песочек такой мелкий. Единственный момент, то, что море очень мелкое. Вот посмотрите, как далеко люди, и им даже по пояс еще не скрывают. Я сейчас попыталась зайти, тоже не дошла, короче, только по пояс зашла, и все. Что здесь еще? Дно песочное, тоже очень достаточно ровное, приятная вода, вроде прозрачная. Посмотрите, что с этой бутылкой, она уже мхом поросла. Короче, я сейчас видела пару крабиков, которые забегали в свои норки. Но они, видимо, как-то быстро меня замечали, и я не успела даже камеру достать.
Шла на рынок в Дананге. Вот они все в своих шляпках таких, которые я тоже хочу себе купить. Эта женщина сейчас... Hello! Эта женщина сейчас делает просто бутерброд со льдом. Там что-то замороженное, похоже. Офигеть. Вот я нашла то, что искала в Таиланде. Здесь и фасоль, и маш есть, бобы, и рис красный. Но теперь нахер мне негде это все готовить, потому что я живу в отеле, где нельзя кушать внутри. Рассказываю, сегодня у меня вот такой завтрак. Ну, я поела мангостины, короче, там ананас доела. Ну, короче, сначала фрукты, потом вот это будет. Купила вот этот огурец на рынке, что-то вот я на него смотрела. Почитала в нем. Ну, короче, он оказался очень горький, поэтому я буду кушать его с авокадо. Ой, авокадо здесь просто сказка. Они вроде бы плотные, такие тверденькие, но внутри они очень мягкие. Вот это мне в подарок положили зелень. Это какая-то штука из фасоли. Их еще есть белая штучка. Это, видимо, в панировке. Я что-то не поняла сразу. Надо было, наверное, белую лучше взять. Ну, короче, очень вкусно. Ну, вернее, еще не пробовала, что я гоню. Ну, огурец горький. Вот. Сейчас еще похаваю фруктов, а потом вот это вот буду. Не смотрите, что тут такой срачальник, у нас просто негде кушать. Мы поехали в территориальный центр города через реку. Ребята пошли в банк, а я зашла на рынок. Боже мои дорогие, я пришла на рынок, господи, у меня глаза просто разбегаются, сколько тут всего прикольного. Всякие вязаные штуки, кольца, чего тут только нету, и продукты, и сумки. О, офигеть. Ну, в основном, конечно, от ларька к ларьку все вот одинаковое. Кстати, вообще меня поражает очень прикольные штучки. Тут на любой вкус и цвет вообще куча целая. Смотрите, это лежит наряду с орешками. Я думала, это орехи. Попробовала, но вкус как печенье. Я спросила куки, она сказала, да, это печенье из лотоса. Так, значит, на втором этаже продается национальная одежда. Ну, не только национальная, всякая разная. Вон, смотрите, какие платья. В общем, рассказываю историю. Сейчас хожу, просто смотрю, и вот эта любезная женщина, она просто... У нее продаются ткани, я ей объяснила, что мне нужна только одежда, ткань мне не нужна. Она говорит, так мы сейчас тебе за час возьмем и сошьем платье. Смотрите, здесь можно взять пустые кроксы, есть уже с приделанными штучками и куча всяких наборов, которые можно приделать на ваши кроксы. Обратно мы решили пройти часть пути пешком. Девочки, показываю, что купила. Короче, шляпу купила за 80 тысяч. Она стоила что-то 100. Я сторговалась за 80. Купила, короче, рубашечку такую себе гавайскую. Тоже стоила сотку. Сторговалась за 80. Это вот такая же, только... Такая же? Да, точно такая же, только желтенькая. Короче, тоже за 80. Купила кешью. Вот такой брикет огромный. Короче, за 60. Были такие же за 90, но это типа чем-то, короче, то ли второй сорт, то ли что. Мне как бы... Я внешне... Ну, они чуть-чуть помельче, чем вот за 90. Ну, как бы я взяла вот эти. Причем здесь как будто бы больше, чем в том. И еще сейчас покажу. Короче, девочки, купила себе такую сумочку. Она небольшая. Я искала замену своей типа кожзам, потому что с ней неудобно и в ней жарко. Короче, она стоит 200 тысяч, это где-то 800 рублей. Очень классная, мне нравится. Единственный минус то, что замка нет. Но вот это было спрятано, я спросила, она мне показала, что он затягивается. Я такая, ну тогда можно. Короче, очень понравилось, я решила ее взять. Короче, взяла кроксы себе. Вот такие. Они стоили 300 косарей. Я торговалась за 160. А, Увидела там кроксы, короче, как вот Balenciaga, типа. Они были со стразами, с такими кристаллами. Короче, вот здесь вот такие большие кристаллы были. Но они стоили 2 косаря.
в рублях, господи, русскими деньгами стоили 2000, поэтому что-то я как-то зажала 2000 за шлепки и вот решила вот такие вот купить с панточками. Вечером я пошла на прогулку, и ко мне подошел китаец. Он предложил познакомиться, и так как мне было скучно гулять одной, я решила согласиться. Но каково было мое разочарование, когда я узнала, что он совсем не говорит по-английски. Мы общались только через переводчик, и он зачем-то сразу начал снимать меня в ТикТок. My name. I got my name. Окей. Мы дошли до рынка, и он предложил мне купить нарисованный этим художником мой портрет. Пока художник меня рисовал, этот китаец продолжал снимать меня в ТикТок. Поэтому ищите меня в ТикТоке. После прогулки китаец попросил мой номер телефона. Я сказала, что не знаю свой номер телефона, и это было на самом деле так, потому что, чтобы узнать свой номер, вьетнамского сотового оператора нужно было сделать какие-то манипуляции с отправкой сообщений. Я наугад показала первый попавшийся отель, он меня проводил до него, и я стояла в холле, ждала, пока он уйдет в закат, чтобы мне пройти в свой настоящий отель. Чтобы он от меня отстал, я предложила встретиться у моего отеля следующим вечером. Идти навстречу я, конечно, не собиралась. Какой-то китайский дяденька что-то выловил в море. Что это? Какая-то медуза. О, в общем, он ее выловил, и сейчас я ему сказала, наверное, он сейчас отправит ее в море обратно. Не знаю, что такое. Оно не похоже на живое, просто как будто какой-то силикон. Или он помыть ее пошел. Я надеюсь, если оно живое, то он отпустит его. Как оказалось, это уже были остатки медузы. Вот эта девушка с ребенком, она знает китайский, поговорив с китайцами, они сказали, что они это кушают, немного обжаривают и делают салаты. Кстати, море довольно-таки мелкое, я уже говорила, и там, как вот я видела на Алтае в озере, здесь тоже плавают какие-то микрочастицы блестящие, то ли золото или что это. В общем, тут весь пляж блестит, и вода тоже блестит, и прям видно вот эти блестки. Вон там вдали можно увидеть статую Леди Будды. Я сегодня собираюсь туда поехать. Во Вьетнаме я примерно выстроила себе такой порядок дня. Я просыпаюсь утром, иду купаться на море, оно тут в 2 шагах. Потом я иду на рынок, где продается фрукты, овощи. Потом кушаю, потом какие-то развлекаловки. Рыночек я вот выбрала, который недалеко от пляжа по пути домой. И, в общем-то, все кайф. В общем, решила купить себе такую лепеху, вот это с дурианом. И вот тут показывает мне это вот, видимо, из крахмала маш. Вот здесь тоже дуриан. И вот это тоже из маш, я так поняла. Всякие печеньки. Короче, решила сегодня испробовать. Короче, ребят, рассказываю. Про Вьетнам очень мало снимаю, потому что мне стало что-то как-то скучно отдыхаться. Сегодня я решила съездить посмотреть местные достопримечательности недалеко отсюда. Как вам моя шляпка? Вот. Короче, приехала я, значит, от статуи Леди Будда. Сейчас вот сзади меня море, где-то там вот где-то вон там мы живем в отеле. Леди Будда. Значит, вот вход там на территории. Леди Будда. О, привет, Леди Будда. Так, и еще вот как вам показать? Вот он,
вот этот вот храм. Тоже туда пойду. И еще по Google картам там кое-что посмотрю, поснимаю. Взяла с собой фотоаппарат. Я его сейчас редко беру, потому что он очень тяжелый, здесь очень жарко. Я и так устаю, когда ходишь на жаре. Но вот сегодня решила все-таки, раз достопримечательность, то взять его. Я зашла в храм, мне выдали вот такую юбочку. Ну, не знаю, видно будет, нет? Ну, короче, потому что я в шортах. Здесь будет, да? Покажу. Все остальное находится на реконструкции. Не могу, короче, себя сфотографировать, поэтому хотя бы на видео поснимать. Ну, там чувачки работают. Здоровались со мной. Я уже вся вспотела, пока дошла до этого храма. Ну, короче, я сняла там вам посмотреть его поближе. Мне здесь очень нравится. Здесь, особенно в теньке, очень красиво. Здесь такие деревья интересные. Дяденька их поливает. Так выглядит сбоку, с той стороны храма. Здесь такое два мостика, беседка. Еще я видела здесь сома. Я сома не знаю. Короче, вот здесь такой мусор, вон там плавает сом. Я его сейчас, вот он плывет, смотрите. Он, короче, в этот мусор плавает и что-то, видимо, хочет там найти. Очень странно, что такой храм и не позаботились о мусоре. Вон еще рыбки. Вы только посмотрите, здесь везде растет дуриан. Нет, это джекфрут. Офигеть, вон там вдоль всей тропинки растет. Господи, почему это не там, где я живу на постоянке? Здесь высокая влажность воздуха, и моя засохшая, вся высохшая, кожа после сибирской зимы, она примерно за один день стала гладкой, шелковистой. Сейчас автобус приедет. Тайцы, они прям, каждый практически тебе улыбается, все такие добрые, милые. Вьетнамцы, они немного не такие, но тоже довольно-таки часто я замечаю, что мне улыбаются. И я уже сейчас поймала себя на том, что я просто иду, лежит собака, и я ей такая улыбаюсь, типа, привет, собачка. Вот. Интересная черта, мне кажется, витамин D, солнечный свет все-таки очень большую роль играет, потому что когда я приехала в Таиланд, я практически ничего не ела, потому что не знала, где купить еду, которую я хотела бы есть. И у меня очень много энергии было. Сейчас я стала немножко пробовать местную еду, и энергии стала убавляться, потому что, видимо, я слишком дофига жру, так сказать. Вот. Но все равно в целом я хожу там по 20-30 тысяч шагов в день, и у меня хватает на этой энергии, и целый день могу ходить, хотя здесь достаточно жарко. Вот, поэтому все-таки климат играет роль. Так, мы подходим к Леди Будда. Какая она высокая.
Блин, мне очень жарко, ребят. Я не знаю, как здесь вот у меня легкая, тоненькая костюмчик мой, но я вся в нем потела, короче. Фух. Так, сейчас мы показываем Леди Буду. Chụp lấy đây này. Классная фотозона здесь. Жаль, что меня некому фоткать. О, как вкусно пахнет, ребята. Смотрите, в Леди Будда есть окна. Блин, прикиньте, в ней там еще комнаты какие-то наверху. Блин, я сейчас в такую ситуацию попала, я не знаю, как выйти из нее. В общем, я сюда ехала на байке с таксистом, и когда я пошла смотреть храмы и статуи, в общем, меня таксист спросил: ты вернешься, типа, поедешь обратно? Я говорю: да, конечно, поеду. И я сейчас возвращаюсь, и он такой меня встречает, говорит: все, поехали. А я как бы, ну, не думала, что он будет все это время ждать меня там. А я хочу обратно пройтись пешком, погулять. И он такой: ну, типа, все, поехали. А я объясняю ему, что я хочу прогуляться. Он, видимо, подумал, что я хочу где-то здесь просто прогуляться и вернуться. А я не хочу возвращаться, я хочу уже просто заказать такси с того момента, когда я устану идти. И вот, ну, с одной стороны, как бы, ну, я же тебя не заставляла меня ждать, типа, все это время, но с другой стороны, так неудобно. Я себя ощущаю какой-то мрази. Что вы думаете по этому поводу? Я шла пешком примерно полпути, уже вернулась на дорогу, которая идет вдоль пляжа. Идти оставалось примерно еще столько же. Что вы думаете? Я вижу, как на байке едет китаец и кричит: «Малина, малина!» Я поняла, что спрятаться мне от него некуда, и попросила довести меня до отеля. Когда мы приехали к моему липовому отелю, он показал мне, что зарегистрировался ВКонтакте и начал просить добавить меня в друзья. Я ему сказала, что я ВКонтакте не пользуюсь, и, наверное, именно в этот момент он понял, что я больше не хочу с ним общаться. После этого вечера мы еще пару раз пересекались на вечерних улицах и просто здоровались. Но, если честно, меня просто каждый раз подкидывало, когда я видела его на улице. Ребят, во Вьетнаме очень любят гамаки, и они их располагают в любом вообще удобном месте. Вот посмотрите, вот этот дяденька херакс такой сделал гамачок. И они на каждом ходу почти встречаются. Достаточно прикольно. Вот примерно так живут местные жители во Вьетнаме, то есть у них стеклянные двери, всегда какие-то решетки. Они заезжают на байках прямо вот в свою, там, не знаю, веранду или как называется, но у них практически у всех стоит телек прям вот на выходе из дома. Примерно так выглядят дома местных жителей. Это двух- или трехэтажный узкий дом. Страна хоть и не очень богатая, но практически у всех есть такие дома. В моем городе многие люди не могут позволить даже в ипотеку купить себе однушку, а тут сразу целых 3 этажа. Вот здесь тоже, я не знаю, это одна и та же квартира или нет, рядом. Вот я там показывала, вот у них стоят байки. Нашла еще один пример. Вот здесь гораздо лучше видно. Смотрите, просто все как в аквариуме, нараспашку. Вот женщина сидит, смотрит телевизор с ребенком. Вот так примерно живут вьетнамцы. Простите, ребят, не могла вам это не заснять. Короче, показываю. Тут продаются куриные лапы и яйца. Похоже, вареные.
В отеле не было стиралки, и мы один раз с сестрой сходили в прачечную. Она стоит 20 тысяч донгов, это примерно 77 рублей за килограмм вещей, и в комплекте также идет сушилка. Стирают, по всей видимости, на очень высокой температуре, потому что у сестры платье превратилось в гуску. Она, конечно, от этого расстроилась, но я так поняла, что все прачечные работают по такому типу. По всей видимости, в связи с тем, что здесь очень много кафешек и ресторанов, они все практически полупустые. Где-то просто один столик занят, где-то вообще ничего не занято. И я, если честно, устала. Мне надоело просто ходить среди этих кафешек. И если я, например, посмотрела все достопримечательности, я без понятия, чем дальше, собственно, заниматься, если у тебя, например, еще и работы здесь нет. Либо какой-нибудь удаленки просто. Скукотища. Как людям не надоедает постоянно просто тусить в барах и кафешках. Я как рассказывала раньше, 20 дней до поездки я не ела сахар абсолютно. И мне раньше казалось, что он делает меня чуточку счастливее. Но когда я в Бангкоке начала, немножечко снова на него подсела. Сегодня ела лепешку. Но она не сделала меня счастливее. Я просто хожу, здесь брожу одна среди этих кучи кафешек и спать хочу. На самом деле грустно мне было совсем по другой причине. Как я рассказывала, прилетела я сюда с сестрой и ее другом, и в моих ожиданиях было, что мы вместе будем везде тусить. Но в реальности мне пришлось практически всегда проводить свой досуг одной. Они были заняты то поиском жилья, то мне сестра просто сказала, что посетить условную какую-то достопримечательность она хотела бы с друзьями позже, поэтому со мной поехать у нее не получится. Мы проводили время вдвоем только в номере. Таким образом, мои ожидания не совпали с реальностью, и мне очень тяжело было ее принять. На четвертый день сестра наконец-то согласилась ездить со мной на Marble Mountain или Обезьянью гору. Мы вызвали такси каждая себе. Здесь такси можно также вызывать через приложение Bolt. Таксуют всегда только мужчины. По крайней мере, женщин я не встречала. В Дананге я часто ездила на такси и заметила, что приезжают в основном либо молодые парни где-то от 19 до 25 лет на вид, и какие-то уже совсем уставшие мужички. Чего-то среднего я не видела ни среди таксистов, ни среди других местных жителей. Я не знаю почему, но мы немножко между собой рассуждали и пришли к такому выводу, что во Вьетнаме мужчины после 25 лет резко стареют. Молодые парни, которые приезжали на такси-байк, всегда были такие милые, вот они прям как щеночки, так хотелось за щечки их вот так вот подергать. Если честно, прям с умилением вспоминаю, как они подъезжают и снимают свой шлем, а там такая милая мордочка. Байк-такси стоил примерно от 26 тысяч до 42 тысяч донгов. Это 101 рубль и 163 рубля соответственно. Цена, так же как и везде, зависела от расстояния. Мы приехали в Marble Mountain, там было несколько направлений. Мы по очереди решили посетить все стороны. Мы приехали на Обезьянью гору. Такая супер крутая лестница. Аж страшно смотреть и вверх, и вниз.
Ну. Там еще дальше смотреть. Очень большая пещера. Большой Будда, и там летучие мыши вверху летают. Из-за того, что здесь темно. Что-то остается на пальце. Сейчас камера вообще не фокусируется. Все, закончили. Так, тут тупик. А вон там какой-то проход. Мне дико страшно. На последнюю, самую высокую лестницу я поднялась одна. Оттуда был очень красивый вид на город и на море. После этого мы пошли к лифту, но оказалось, что посещение уже закончилось, и мы одни остались на территории. К нам подошел монах, сфотографировался с нами и открыл нам калитку, чтобы мы могли уйти. Вот она? Да. Что-то она пропустила. Фото? Окей. Не знаю, кто покупает эти большие скульптуры, у них статуи. Я видела только у львов, которые стояли возле ворот. Все остальное, вот вы можете посмотреть, что тут куча кафешек. Здесь, в принципе, район какой-то нежилой, куча кафешек, и они все пустые. И нигде никого практически нету. Здесь просто приезжают посмотреть вот на это. Выгодно ли заниматься этим местным? Вопросик.
В Вьетнаме практически 90% жителей передвигаются на байках. Все улицы забиты байками. Ездят все подряд, кто на что гораст. И вчетвером, и с животными. Вон собачка. Вон. Я даже видела, как ехала семья из 4 человек, где первая сидела девочка лет 5-6, потом сидел ее папа, далее сидела мама боком к нему, и абсолютно не держась, у нее на руках был грудной ребенок. Вот это уровень доверия просто. Еще хочу заметить, что вьетнамцы довольно миниатюрные ребята, поэтому, наверное, им на байке очень легко было поместиться вчетвером. Привет. Мне очень понравилось гонять на байках, но из-за них было очень тяжело переходить дороги. Ходить дороги в Таиланде, что во Вьетнаме. Блять. А еще они иногда вот так сигналят, что у меня каждый раз случался инфаркт жопы. Но скажу спасибо, что хотя бы не как в Индии. Переходить дороги, что во Вьетнаме, что в Таиланде, просто, даже на зебрах невозможно чувствовать себя в безопасности, потому что они не останавливаются, как привычно у нас в России. Они просто херачат, и ты пытаешься, как в игре в Тетрис, знаете, короче, пробежать мимо вот едущих этих объектов, а ездит их очень много. Сейчас как-то рассосано маленько, обычно их капец как много. После поездки я решила сходить в вегетарианское кафе, а после посетить найт-маркет, где мы с сестрой договорились встретиться. В Вьетнаме я нашла кафе веганское, их на самом деле много, просто допоздна не все работают. Заказала себе какой-то кокосовый манго-боул. Блин, я, конечно, мечтала такой попробовать, всегда видела всяких блогеров такую еду. Вот сейчас буду сама кушать. Здесь, короче, манго, кокос, тыквенные семечки даже есть, кешью, изюм, и этот... Господи, че? Кольцо, часы, ну что, удобно, наверное. Кролик, наверное, ходить умеет. Помнишь игрушки, которые ходить умеют? В чем прикол дуриана? Это в том, что его можно кушать только вот сразу после того, как его распаковали. Тут у меня попалась косточка, в прошлый раз косточки не было, и, честно скажу, он не такой вкусный, как бы, вот, когда я первый раз попробовала. Этот какой-то не сладкий, какой-то не сочный, короче, я возмущена. Не знаю, откуда на пляже клопы, но он, короче, был на спинке, перевернулся, и он не мог долго перевернуться на лапу, я ему помогла, и теперь он уходит за мной. Вот я иду, и он просто идет за мной, я не понимаю, он что, меня видит, он меня как-то чувствует по запаху. Как теперь от него отвязаться? Это, знаете, как котенка погладили, когда и вот он с тобой бежит, и сейчас вот этот хлопяра бежит за мной. Короче, он пришел ко мне и почесывал свои лапки. Я не знаю, куда он дальше пойдет. Так, похоже, он проходит мимо. Может, ему в теньке понравится. Он сейчас ко мне подойдет. Нет! Господи, он ради меня готов на любые преграды просто. Вот он провалился и все равно пытается ползти. Бедняга, я не смогу взять тебя с собой, прости. Смотрите, он выходит с мокрого песка на сухой. Бедняжка опять упал, надо ему помочь. Вот так. Я думаю, что он не пойдет дальше, потому что там горячий песок. Нет, он пошел дальше, он все равно идет ко мне. Короче, хлопик шел за мной всю дорогу, потом он зашел на горячий песок, начал падать на спину, опять переворачиваться, и у него уже сил не было. Он уже даже не сопротивлялся, не пытался перевернуться. Я решила отнести его в травку по горячему песку. Блин, все ноги обожгла, короче, ну все, хлопик спасен. Показываю, что я сегодня купила. У меня будет салатик зеленый сегодня. Здесь брокколи, тофу, огурец, какая-то зелень, еще какая-то зелень, авокадо. И вот это вот, сейчас покажу вам. Это называется
Морской виноград. Это водоросли. Они солененькие. Я прочитала, что их нужно 3 минутки замочить. Но я замачивала дольше, но они какие-то мега соленые и немножко слизнявые. Короче, не знаю, я... Вот там была примерно такая же упаковка. Я попросила половинку. Она мне дала половинку, но мне чувствую я, что я даже это не съем. Я уговорила сестру поехать со мной на Золотой мост, который находится в 35 километрах от города. Мы уже сели в такси, и таксист нам сказал, что парк, который находится рядом с мостом, скоро закроется, и мы не успеем туда попасть. Поэтому нам пришлось отменить такси, и мы поехали смотреть какие-то мелкие достопримечательности в городе. Вот здесь, походу, делается спаржа. Вот как салатики есть, ярче с морковчой, с спаржей. Эй, ну-ка. Китайская стена. Вот там сидит китайская девочка, может быть, 19-я. И там Альфифа башня, заржавевшая. У этого глаза такие красные. Вон еще один серенький в песке замаскировался. Привет. Они, кстати, кусаются больно. А он привязал. Ой, привет, привет, не кусай только меня за палец. Меня один раз укусил. Я охренела. Ну, но он небольшой, не очень. Сейчас пойду в H&M. Вот в такой H&M. Xin chào Trà Liên. Là tôi cô với anh này cũng hay mà ăn này. Я посетила практически все интересные места в черте города, и поскольку мне не удалось посетить Золотой мост, настроение у меня было довольно-таки упадочное, после чего я в спешке решила купить билет и полететь домой. Но и тут все оказалось не так просто, как я бы хотела. Цены на билеты домой были просто космические. Все перелеты практически были где-то с 2, с 3, то есть 4 очень долгими пересадками. Я потратила практически целый день, чтобы выбрать себе какой-то оптимальный вариант. Ничего лучше я не нашла, чем купить билет в третью страну, где пожить несколько дней, и потом уже оттуда улететь домой. В итоге я просто психанула и купила билет в Малайзию, страну, о которой у меня 0 информации. Да, это я. Привет. Но об этом я вам расскажу уже в следующем видео, а сейчас время подводить итоги. Всего за 6 дней проживания в Дананге я потратила 3260 тысяч донгов. Это точно тысяч? Это 12 680 рублей. То есть в день у меня выходило, грубо говоря, 2100 рублей. Сколько я потратила за всю поездку вместе с перелетами, я вам расскажу в последнем видео. Поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Также хочу вам напомнить, что все фотографии с путешествий можете посмотреть в моем аккаунте в соцсети, которую нельзя называть. Ссылочку я оставлю в описании. На этом все. Пока! Увидимся в следующем видео. Всё, блядь.